Если попросить случайного прохожего рассказать все, что он знает о Стоунхендже, ответ почти наверняка уложится в 3 предложения. Его построили таинственные друиды для своих ритуалов. Огромные камни притащили сюда сверхъестественной силой, потому что иначе объяснить их вес невозможно. И вся эта конструкция – идеальный древний календарь, высеченный в камне с точностью, которая якобы недоступна нашим предкам без магии. 3 предложения, 3 легенды, и ни одна из них не выдерживает встречи с современной наукой. Самое интересное в разоблачении подобных мифов не сам факт ошибки, а то, что происходит после нее. За последние 2 года, в 2024 и 2025, вышло сразу несколько исследований, которые не просто поправили детали, а полностью пересобрали картину того, кем были строители Стоунхенджа и на что они были способны. И каждый раз, когда очередная красивая легенда рассыпалась, на ее месте обнаруживалась история значительно более впечатляющая, чем миф, который она заменяла. Стоунхендж, к слову, остается действующим местом притяжения и сегодня. Каждый год на летнее солнцестояние сюда съезжаются десятки тысяч людей, включая современных последователей неоязыческих и друидических движений, чтобы встретить рассвет у древних камней. Строго говоря, эта современная традиция ничем не связана с подлинными строителями монумента, но она прекрасно иллюстрирует, насколько живучим оказался миф о друидах. Даже зная, что настоящие друиды появились на 1000 с лишним лет позже, люди 21 века продолжают воссоздавать ритуал, основанный на ошибке 3-вековой давности. Просто потому, что эта версия истории успела стать частью культурной идентичности места сильнее, чем сама научная правда. Разберем 3 главных заблуждения по очереди и начнем с того, кто, как принято думать, стоял за этим строительством. Миф о друидах самый живучий и, пожалуй, самый нелепый при ближайшем рассмотрении, потому что он элементарно не проходит проверку календарем. Строительство Стоунхенджа началось примерно в 3000 году до нашей эры и продолжалось несколькими этапами вплоть до 1500 года до нашей эры. Друиды же – жреческое сословие кельтских племен, известное нам в основном по описаниям римских авторов вроде Юлия Цезаря, появляются в исторических источниках лишь в середине 1-го тысячелетия до нашей эры, то есть спустя 1000 лет и даже больше после того, как последний камень Стоунхенджа уже занял свое место. Даже если предположить, что друиды существовали значительно раньше первых письменных упоминаний о них, разрыв все равно остается огромным. Приписывать им авторство монумента – это все равно, что утверждать, будто современный небоскреб построили инженеры, родившиеся через несколько столетий после сдачи здания в эксплуатацию. Откуда же вообще взялась эта версия? Ответ уводит нас не в глубину веков, а в куда более позднюю эпоху, в 17 век, когда английские антиквары начали всерьез интересоваться происхождением монумента и, не имея ни малейшего понятия о реальной хронологии неолита, стали искать любое известное им по классическим текстам древнее сообщество, которое могло бы претендовать на авторство. Друиды, упомянутые античными авторами как загадочные жрецы Туманного Альбиона, идеально подошли на роль мистических строителей. Они были достаточно древними, достаточно таинственными и достаточно связанными с идеей ритуала, чтобы миф прижился и продержался почти 4 столетия, перекочевав из научных трактатов в путеводители, романтическую поэзию и, в конце концов, в современную массовую культуру. Но если не друиды и не волшебник, то кто? Современная археология рисует куда менее мистический, но значительно более интересный портрет. Строителями были обычные неолитические земледельцы, жившие на территории Британских островов за 1000 лет до появления кельтских племен. Анализ изотопов в зубах людей, похороненных вблизи монумента, показывает картину удивительно мобильного и взаимосвязанного общества. Некоторые из погребенных провели детство в местах, удаленных от Солсберийской равнины на многие сотни километров, а отдельные образцы указывают на происхождение с территории континентальной Европы. Иными словами, Стоунхендж строили не изолированные дикари, а люди, включенные в широкую сеть перемещений и контактов, простиравшуюся далеко за пределы одного региона современной Англии.
Более того, недавнее исследование, объединившее археологов Университетского колледжа Лондона и Аберестуитского университета, предложило удивительно логичное объяснение самому назначению монумента. Стоунхендж мог служить не столько обсерваторией или кладбищем в узком смысле, сколько объединяющим символом для разрозненных неолитических сообществ в Британии. Авторы работы указывают на то, что практически каждый крупный камень монумента был доставлен из другого, зачастую весьма удаленного региона острова, и сам этот факт мог быть не техническим недостатком, а осознанным политическим и религиозным жестом. Собрать в одном месте камни из разных концов Британии означало символически объединить сами эти земли и живущие на них общины в единое целое. Если эта гипотеза верна, Стоунхендж не мистический храм узкой касты жрецов, а нечто вроде древнего парламента из камня, построенного ради сплочения множества разных племен вокруг общего проекта. Такая версия при всей своей смелости куда лучше объясняет масштаб и сложность сооружения, чем расплывчатая ссылка на таинственных друидов, которых, как мы теперь знаем, тогда попросту еще не существовало. Любопытно, что версия о друидах даже не была первой попыткой объяснить происхождение монумента сверхъестественным образом. Еще в XII веке валлийский хронист Гальфрид Монмутский в своей полулегендарной «Истории королей Британии» приписал строительство камней волшебнику Мерлину. Якобы великаны в незапамятные времена перенесли эти камни из Ирландии в Британию собственной магической силой, а много позже сам Мерлин по просьбе короля Аврелия Амброзия использовал колдовство, чтобы вновь перенести их на Солсберийскую равнину в качестве памятника павшим воинам. Этот сюжет несколько столетий существовал параллельно с более поздней версией о друидах, а иногда и переплетался с ней в народных пересказах. Обе легенды объединяет одно и то же допущение. Обычным людям такое строительство было заведомо не по силам, а значит требовалось либо волшебство, либо особое, наделенное тайным знанием каста. Показательно, что за почти 9 столетий, разделяющих легенду о Мерлине и современные научные публикации, ни одна версия мифа даже не предполагала, что строителями могли быть самые обыкновенные земледельцы, предположение, которое сегодня кажется наиболее очевидным, историческому воображению прежних эпох просто не приходило в голову. Второй миф касается не строителей, а самих камней, точнее одного конкретного камня, вокруг которого больше века существовала уверенность, оказавшаяся полностью ошибочной буквально несколько лет назад. В самом центре Стоунхенджа, в основании подковообразной структуры из крупнейших камней монумента, лежит плоская каменная плита, которую исследователи XIX века окрестили алтарным камнем, хотя никаких свидетельств того, что она когда-либо использовалась именно как алтарь в ритуальном смысле, не существует. Название прижилось скорее по внешнему сходству с церковным престолом, чем по археологическим данным. Плита эта примечательна уже тем, что она значительно крупнее и тяжелее большинства так называемых голубых камней, окружающих ее полукругом, а ее геологический состав, характерный зеленовато-серый песчаник, десятилетиями считался родом из Уэльса, откуда, как было хорошо известно, происходили и остальные голубые камни монумента. Эта уверенность держалась больше 100 лет, начиная с классических геологических исследований начала 20 века, и никто всерьез ее не подвергал сомнению. Ровно до тех пор, пока команда геологов во главе с Энтони Кларком из университета Кёртин в Австралии не решила проверить состав минеральных зерен внутри фрагментов камня с помощью современных методов датирования и химического анализа. На самом деле сомнения в уэльском происхождении алтарного камня начали появляться еще годом раньше итогового открытия. Более ранняя работа той же исследовательской группы показала, что химический состав камня не соответствует ни одному из известных песчаниковых образований Уэльса, которые прежде считались очевидным источником. Это создало неудобную ситуацию для всей научной картины. Если камень не из Уэльса, тогда откуда? Оставалось неясным, и на какое-то время алтарный камень превратился в геологическую загадку без конкретного ответа, известную своим происхождением лишь по исключению одной версии, но без подтверждения какой-либо другой.
Ученым пришлось методично проверять один за другим все геологические регионы Британских островов, сопоставляя возраст и химический состав отдельных минеральных зерен внутри камня с известными геологическими формациями по всей стране. Процесс, напоминающий скорее работу криминалистов, восстанавливающих происхождение улики по мельчайшим уликам, чем классические полевые раскопки, с которыми обычно ассоциируется археология. Результат, опубликованный в августе 2024 года в научном журнале Nature, оказался настолько неожиданным, что авторы работы сами признавались в изумлении. Возраст и химический состав зерен циркона, апатита и рутила внутри алтарного камня категорически не совпадали ни с одним из известных геологических образований Уэльса. Зато они почти идеально совпали с горными породами так называемого Аркадского бассейна на северо-востоке Шотландии. Региона, включающего Оркнейские острова, расположенного на расстоянии более 750 километров от Солсберийской равнины, где стоит сам монумент. Археолог из Эксетерского университета Сьюзен Грини, не участвовавшая в исследовании, отреагировала на результат исчерпывающе коротко. Удивительно, что камень прибыл из настолько далекого места. И это действительно удивительно. Расстояние от северной оконечности Шотландии до Южной Англии – это не соседний холм и даже не соседнее графство, а фактически путешествие через всю территорию острова, сопоставимое по протяженности с пересечением нескольких современных европейских государств. При этом остается открытым вопрос, каким именно путем шеститонная плита преодолела этот путь. По суше, что потребовало бы прохождения через густые леса, реки и холмистую местность, или по морю, вдоль изрезанного побережья Британии на лодках, способных выдержать груз подобной массы. Последующие исследования, опубликованные уже в 2026 году, попыталось проверить еще одну версию, что камень мог быть перенесен естественным путем – ледником во время последнего оледенения, и с помощью моделирования движения ледовых потоков пришло к выводу, что подобный сценарий крайне маловероятен. Исследователи считают, что плиту, вероятнее всего, перемещали намеренно, силами неолитических сообществ, комбинируя сухопутные и водные участки маршрута. Значение этой находки выходит далеко за рамки простого уточнения геологической карты. Открытие о шотландском происхождении алтарного камня напрямую подкрепляет ту же гипотезу об объединяющей функции Стоунхенджа, о которой шла речь применительно к мифу о друидах. Если камни свозили не только из соседнего Уэльса, но и с противоположного конца острова за сотни и сотни километров, значит, неолитические сообщества Британии поддерживали между собой связи и координацию в масштабах, которые еще десятилетия назад казались археологам попросту невозможными для эпохи без колеса, вьючных животных крупнее собаки и письменности. Здесь стоит вспомнить и о происхождении крупнейших камней монумента, так называемых сарсенов, из которых сложен внешний круг с характерными каменными перемычками, которые чаще всего и узнают на фотографиях Стоунхенджа. В отличие от голубых камней и уж тем более алтарного камня, сарсены происходят из значительно более скромного локального источника – района Мальборо-Даунс, расположенного всего в 30 с небольшим километрах от места строительства. Отдельные исследования 2020 года с помощью геохимического анализа даже сумели связать большинство сарсенов с одним конкретным участком в этом районе, что показывает, строители подходили к выбору материала совсем не хаотично, а с четкой стратегией, комбинируя местный, легкодоступный камень для самых массивных элементов конструкции с редкими, тщательно отобранными привозными камнями меньшего размера для центральной, ритуально значимой части монумента. Иными словами, гигантский вес самих сарсенов, каждый весом от 25 до 50 тонн, оказался решаемой инженерной задачей за счет короткого расстояния перевозки, тогда как символическая ценность более скромных по размеру голубых камней и алтарного камня, судя по всему, определялась именно дальностью и сложностью их происхождения, а не практическими соображениями удобства строительства. Профессор Крис Киркланд, один из соавторов открытия о шотландском происхождении алтарного камня, сформулировал общий вывод точно.
Подобная транспортировка груза на такое расстояние демонстрирует поразительный уровень социальной организации в эпоху неолита и помогает нарисовать куда более сложную картину доисторической Британии, чем та, что существовала в учебниках еще совсем недавно. Иными словами, миф о загадочном алтаре из ближайшего к монументу региона оказался неверен не потому, что реальность разочаровывающе проще, а потому что она значительно масштабнее и организованнее, чем предполагала более скромная версия событий. Третий миф. Самый давний и самый упорный спор во всей истории изучения монумента, тянувшийся не одно десятилетие и получивший окончательную развязку лишь совсем недавно. Голубые камни Стоунхенджа меньшие по размеру, чем гигантские сарсеновые глыбы внешнего круга, но не менее загадочные, происходят из присельских холмов на юго-западе Уэльса на расстоянии более 200 километров от места установки. Уже больше века среди геологов существовало два лагеря, придерживавшихся принципиально разных версий того, как эти камни вообще оказались в Южной Англии. Первая версия, которую с начала 20 века отстаивали многие археологи, гласила: неолитические люди целенаправленно добывали камни в конкретных карьерах Уэльса и вручную транспортировали их на Солсберийскую равнину. Грандиозное по трудозатратам предприятие, растянутое на десятки, если не сотни лет. Вторая версия, которую отстаивали некоторые геологи, звучала куда прозаичнее. Никакой транспортировки людьми не было вовсе, а камни принес на юг Англии древний ледник во время последнего оледенения, попросту оставив их в виде разрозненных валунов на территории будущей Солсберийской равнины, откуда неолитические строители потом просто подобрали уже готовый строительный материал, лежавший буквально у них под ногами. Спор этот был не просто академической перепалкой, он затрагивал фундаментальный вопрос о возможностях доисторического человека. Сторонники ледниковой версии в значительной степени исходили из скепсиса в отношении неолитических технологий. Казалось маловероятным, что люди без колеса и вьючных животных смогли организовать транспортировку многотонных валунов на расстояние в 200 километров через холмистую, покрытую лесом местность. Проще было предположить, что природа сделала всю тяжелую работу сама, а человеку осталось лишь сложить готовые камни в задуманную композицию. Ключевым вещественным доказательством в этом споре на протяжении десятилетий оставался так называемый валун Ньюола, фрагмент породы, найденный при раскопках еще в 1924 году и хранившийся с тех пор в музейных архивах. Форма и характер поверхности этого камня то интерпретировали как явный признак ледникового происхождения со сглаженными окатанными краями, типичными для валунов, которые долгое время перемещались внутри ледового массива, то наоборот связывали с конкретным местом добычи в Уэльсе. Спор о трактовке одного и того же куска камня велся с перерывами почти столетия, и обе стороны время от времени публиковали работы, объявлявшие вопрос окончательно решенным в свою пользу, что само по себе показывает, насколько неоднозначными были доступные на тот момент данные. Точку в этом столетнем споре поставило детальное петрографическое и геохимическое исследование, опубликованное в 2025 году. Команда ученых заново, с применением современных минералогических методов анализа, изучила состав валуна Ньюола и сравнила его с образцами из конкретного карьера Крейг, Росс и Феллен в Присельских холмах, одного из мест, которые ранее уже связывали с добычей голубых камней. Совпадение оказалось практически полным. Минералогический состав, характер вкраплений и геохимические маркеры валуна Ньюола соответствовали именно этому уэльскому источнику. Причем соответствовали настолько точно, что версия о случайном ледниковом происхождении перестала иметь под собой почву. Сами предполагаемые неолитические карьеры в Присельских холмах, Крейг, Росс и Феллен и соседний Карн-Годок археологи детально исследовали задолго до окончательного разрешения спора о валуне Ньюола, и находки там оказались достаточно красноречивыми сами по себе. В обоих местах обнаружены искусственно созданные платформы для извлечения каменных плит, устроенные с учетом естественных трещин в скальной породе таким образом, чтобы отделять от массива уже готовые узкие столбообразные глыбы почти правильной формы, требующие минимальной последующей обработки.
Рядом найдены каменные и деревянные клинья, следы кострищ, предположительно использовавшихся для нагрева породы с последующим резким охлаждением, чтобы вызвать контролируемое растрескивание камня вдоль нужных линий, а также характерные отходы обработки, чей минеральный состав соответствует камням, установленным сегодня в самом Стоунхендже. Радиоуглеродное датирование органических остатков в культурном слое рядом с карьерами дало оценки, указывающие на активность в период, предшествующий основным этапам возведения монумента, то есть хронология полностью укладывается в версию целенаправленной добычи и последующей транспортировки, а не случайного подбора уже готовых природных валунов. Дополнительным и, пожалуй, самым весомым аргументом стало отсутствие любых физических следов ледниковой деятельности непосредственно на самой Солсберийской равнине. Если бы ледник действительно донес сюда валуны из Уэльса, на территории неизбежно остался бы характерный шлейф разрозненных обломков и отложений вдоль всего пути движения ледового массива, а подобного шлейфа попросту не существует. Зато в самих Присельских холмах археологи обнаружили однозначные следы неолитической добычи камня, искусственно созданные платформы для извлечения плит, следы клиновидных инструментов и характерные отходы обработки, полностью совпадающие по составу с камнями, стоящими сегодня в Стоунхендже. Получается, что версия о ленивой природе, сделавшей всю работу за человека, оказалась неверна не потому, что она была нелепой сама по себе, а потому, что она систематически недооценивала неолитических строителей. Реальная картина – люди, сумевшие организовать добычу камня в конкретных карьерах за 200 километров от места строительства, а затем скоординировать его транспортировку по суше и, вероятно, частично по воде, рисует куда более амбициозное общество, чем версия о случайно найденных валунах. И этот вывод органично соединяется с двумя предыдущими открытиями. Если строителями были не мистические друиды, а связанные между собой неолитические сообщества со всей Британии, и если один из ключевых камней монумента действительно проделал путь в 750 километров с севера Шотландии, то целенаправленная добыча и транспортировка голубых камней из Уэльса перестает выглядеть исключением. Она становится логичным продолжением той же самой картины – масштабного скоординированного проекта, объединившего усилия множества разрозненных общин доисторической Британии вокруг одной общей цели. 3 мифа, 3 разоблачения, и в каждом случае итог один и тот же. Реальность оказывается не скучнее легенды, а масштабнее ее. Не таинственные друиды, а связанная сеть неолитических сообществ со всей Британии, объединившихся вокруг общего проекта. Не случайный алтарь из ближайшего региона, а камень, проделавший путь в 750 километров с противоположного конца острова. Свидетельства связей, которые еще недавно казались немыслимыми для эпохи без колеса и письменности. Не ленивая природа, подбросившая готовые валуны под ноги строителям, а целенаправленная добыча камня в далеких карьерах и продуманная транспортировка, растянутая на десятилетия. Может быть, главный урок Стоунхенджа в том, что каждое поколение исследователей рискует одну и ту же ошибку – недооценивать людей, живших за тысячи лет до нас, просто потому, что у них не было наших инструментов. Друидов придумали антиквары 17 века, которым не хватало реальной хронологии. Легенду о волшебнике Мерлине сочинил хронист XII века, которому проще было поверить в магию, чем в человеческий труд. Ледниковую версию отстаивали геологи XX века, которым было проще поверить в силы природы, чем в организационные способности неолитических земледельцев. И каждый раз, когда наука находила способ проверить факты напрямую, через изотопы в зубах, через минеральный состав камня, через геохимический анализ фрагментов, недооцененные предки оказывались куда изобретательнее и организованнее, чем предполагал миф. Стоит отметить и то, что все 3 открытия, о которых шла речь, случились буквально за последние 2-3 года, а значит, разгадка Стоунхенджа отнюдь не завершена. Прямо сейчас где-то в лабораториях университетов Кёртин, Аберестуэта и Шеффилда продолжается работа над уточнением маршрута, которым алтарный камень добирался с севера Шотландии на юг Англии, а спор о точной хронологии этапов строительства монумента остается открытым.
Каждое следующее исследование рискует снова перевернуть привычную картину. И, если судить по опыту последних лет, скорее всего, перевернет ее в сторону еще большего масштаба и еще большей изобретательности тех, кто возвел этот монумент за тысячи лет до нас. Если вам понравилось это разоблачение, поставьте лайк, это помогает каналу расти. Расскажите в комментариях, какой из 3 мифов удивил вас больше всего. И подписывайтесь, чтобы вместе с нами разбирать мифы других, не менее загадочных мест планеты.